Привет, друзья! Сегодня в Европе и за ее пределами произошло немало событий, которые напрямую влияют и на экономику, и на политику. Торговля между Россией и Европейским Союзом остается миллиардной, но баланс неожиданно меняется в пользу Европы. Новый президент Польши Кароль Навроцкий приезжает в Берлин с жесткими заявлениями о репарациях, и это грозит новым витком напряженности с Германией и с канцлером Фридрихом Мерцем. В самой Германии партия «Альтернатива для Германии» АДГ показывает рекордные результаты на выборах, а Bosch готовит масштабную экономию, которая может ударить по тысячам сотрудников. Тем временем социал-демократы СДПГ предлагают изменить правила наследования, а безработица в Германии впервые за годы превысила отметку в 3 миллиона. И это еще не все. Франция оказалась в эпицентре политического кризиса. Президент Макрон и премьер-министр Клемансо сталкиваются с падением доверия и протестами. Все эти новости связаны между собой, и я разберу их подробно. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить самые важные, только последние новости Германии и Европы. Итак, несмотря на санкции, товарооборот между Россией и Европейским Союзом остается миллиардным. За 3 года экспорт из Европейского Союза в Россию сократился на 61%, а импорт российских товаров на 89%. Тем не менее, поставки продолжаются. Нефть, газ, удобрения, железо и сталь, я вам об этом рассказывал. Доля российской нефти в морских поставках в Европу упала с 29 до 2%. Газ занимает, внимание, около 12% европейского импорта. Часть стран, включая Венгрию и Болгарию, по-прежнему получают топливо по газопроводу Туркстрим через Турцию. Сжиженный природный газ также потерял позиции, сейчас лишь 14% закупок приходится на Россию, тогда как главным поставщиком стали Соединенные Штаты Америки. Железо и сталь занимают около 6% импорта Европейского Союза, тогда как раньше их объемы были значительно выше. Исключением стали удобрения. Их доля, наоборот, выросла с 28% до 34%. Во втором квартале 2025 года впервые за долгое время баланс торговли оказался положительным именно для Европы, около 0,8 миллиарда евро. И дальше новости Европы. Новый президент Польши Кароль Навроцкий скоро совершит свой первый официальный визит в Берлин. Всего через 6 недель после инаугурации он встретится с федеральным президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером, который примет его с воинскими почестями у замка Бельвю. Затем Навроцкий будет принят канцлером Фридрихом Мерцем. После этих встреч пресс-конференции не будет. Главная тема, которую польский президент намерен поднять – требования репараций из Берлина за ущерб, нанесенный Германией во время Второй мировой войны. Германия и правительство ФРГ эту тему отвергают, считая, что вопрос репараций юридически уже закрыт. Во время предвыборной кампании Навроцкий уже использовал подобную риторику. Он критиковал премьер-министра Дональда Туска, обвиняя его в чрезмерной лояльности к Германии, и заявлял, что требование компенсации остается открытым. Кроме того, одна из причин охлаждения между странами – новая миграционная политика Германии и случай отказа в принятии беженцев, что заставило Польшу вести собственный контроль на границе. Президент Навроцкий уже заявил, что Германия возлагает на Польшу ответственность за нелегальных мигрантов. Из более позитивного. Недавно Германия выразила готовность расширить воздушную охрану над Польшей в связи с нарушениями воздушного пространства дронами, а также Германия и Польша приписывают схожие интересы в сфере безопасности, в том числе противодействия угрозам извне. И это еще не все. В Северном Рейне-Вестфалии прошли, как вы знаете, муниципальные выборы, по результатам которых две крупнейшие партии – ХДС, Христианско-демократический союз, и СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, понесли потери. При этом ХДС все же осталась самой сильной силой на местном уровне. Особенно значительный успех показала партия «Альтернатива для Германии» АДГ. Ее результаты почти утроились по сравнению с прошлым выбором. Зато зеленые потеряли существенную долю голосов, набрав значительно меньше, чем в 2020 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ХДС отметил, что несмотря на урон для ХДС и СДПГ, нет повода для корректной смены курса политического федерального правительства. Председатель правительства Штайнмайер подчеркнул, что ключевые темы этих выборов – экономика, рабочие места и миграция – уже находятся в центре внимания правительства. Лидер ХДС в Северном Рейне-Вестфалии Хедрих Вюст также признал значимость результатов. Он подчеркнул, что победа ХДС – это сила союза, но успех «Альтернативы для Германии» сигнал
сигнал тревоги. Вопросы миграции, социальной политики, жилья требуют внимания и реализации решений. Со стороны СДПГ звучали призывы задуматься над изменениями политики. Карл Лаутербах, известный социальный демократ, указал на необходимость реформ в партии, чтобы остановить эту утрату поддержки среди традиционного электората. И еще новости бизнеса Германии. Компания Bosch объявила о планах сэкономить, внимание, 2,5 миллиарда евро в год к 2030 году. Такие цифры назвали два топ-менеджера, глава подразделения Mobility Маркус Хейн и директор по трудовым вопросам Штефан Грош. Речь идет о значительном сокращении расходов в автокомпонентной отрасли, направлении, в котором Bosch ощущает давление из-за кризиса в автомобильной индустрии. Среди мер это увольнение, в том числе в Германии, а также оптимизация материальных и энергетических затрат, повышение производительности. Уже с конца 2023 года Bosch планирует программы по сокращению штатов среди поставщиков, я об этом рассказывал. Тем не менее, текущие меры считаются недостаточными. Новые решения, по словам руководства, будут приняты в этом году и обсуждены с представителями работников. При этом компания обещает соблюдать договоренность, что в немецком подразделении до конца 2027 года не будет увольнений по причине производственных изменений, обусловленных этими мерами. Председатель Совета работника подразделения поставщиков Франк Зель выразил критику в адрес Bosch. Он потребовал больше конкретики от руководства, призвал отказаться от затянутого подхода и представить планы, которые обеспечат ясность для сотрудников. А дальше еще интереснее. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии СДПГ Тим Клюсендорф предложил изменить правила налогообложения наследства и подарков. Сейчас родители могут каждые 10 лет без налога передать ребенку до 400 тысяч евро. По его словам, это чаще всего используют именно состоятельные семьи, которые заранее делят большие состояния и таким образом минимизируют налоги. Тим Клюсендорф хочет ввести так называемый жизненно необлагаемый налог. Это одну фиксированную сумму, которую каждый может получить за всю жизнь без налога. Все, что превышает этот лимит, должно облагаться по действующим ставкам. Он подчеркивает, что небольшие и средние наследства останутся защищенными, но миллионы и миллиарды должны приносить справедливое поступление в бюджет. Кроме того, политик предлагает льготы для тех, кто наследует большие жилые дома, если они сохранят разумные арендные ставки. По его оценке, такая реформа может дать государству доходы в двухзначных миллиардах евро и одновременно сократить лазейки для сверхбогатых. И еще одна новость, которая вызывает обеспокоенность. Число безработных в Германии впервые с 2015 года снова превысило 3 миллиона. В августе без работы остались 3 миллиона 25 тысяч человек, что на 46 тысяч больше, чем в июле, и на 153 тысячи больше, чем в августе прошлого года. Уровень безработицы, внимание, вырос до 6,4%, что на 0,1% пункта больше по сравнению с июлем. Причины – продолжительная экономическая слабость и сезонность. Летом компании меньше нанимают, а период стажировок и обучения заканчивается. Глава Федерального агентства по труду Андреа Налес заявила, что рынок труда все еще под давлением из-за спада, но при этом появляются первые признаки стабилизации. Самый высокий уровень безработицы в городских землях. Внимание! В Бремене он составляет около 11,8%, в Берлине 10,5%, а самые низкие показатели в южных землях. Бавария 4,2%, Баден-Вюртемберг 4,7%. Аналитики из Института исследования рынка труда и трудовой деятельности считают, что пик роста безработицы, возможно, уже пройден, и в ближайшие месяцы ситуация может начать меняться в лучшую сторону. И это еще не все. Французский премьер-министр Жорж Бенжамен Клемансо столкнулся с серьезными вызовами в своей новой должности. После назначения в августе 2025 года его правительство оказалось под давлением из-за ухудшения экономической ситуации и политической нестабильности. В частности, рейтинг правительства снизился до исторического минимума, что затрудняет проведение реформ и укрепление доверия населения. Экономика страны переживает спад с высоким уровнем безработицы и замедлением роста. Это усугубляется внутренними политическими разногласиями и протестами против экономической политики правительства. Внешнеэкономическая ситуация также нестабильна с неопределенностью в международных отношениях и торговых партнерствах. В ответ на эти вызовы премьер-министр Бенжамен Клемансо инициировал серию реформ, направленных на стимулирование экономического роста, улучшение социальной политики и укрепление политической стабильности. Однако успешная реализация этих инициатив зависит от способности правительства
преодолеть внутренние и внешние препятствия, а также от поддержки со стороны парламента и населения. Таким образом, Джордж Бенджамин Клемансо стоит перед сложной задачей – восстановить экономику, укрепить политическую стабильность и вернуть доверие граждан к институтам власти. Его успех в этой роли будет зависеть от эффективности проводимых реформ и способности справляться с возникающими вызовами. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.